Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня мы отправимся исследовать один из недооцененных городов Японии – Хиросима. Город, полностью отстроенный с нуля после атомной бомбы. И посмотрим, как он выглядит в наше время. Отправляемся мы из Фукуоки, откуда до Хиросимы на скоростном поезде ехать всего лишь 1 час. Из Токио до Хиросимы можно доехать на скоростном поезде за 4 часа или на самолете за 1,5 часа. Вот мы и приехали в Хиросиму. Первый раз в Хиросиме. Первым делом мы решили отправиться в порт, откуда можно сесть на паром. Вот в таком красивом порту можно сесть на ферри, паром, до острова, где находится тот самый храм с красными вратами. Первый день мы проведем на живописном острове Мияджима, до которого можно очень быстро добраться на вот таком симпатичном пароме из Хиросимы. Советую всем любителям природы и храмов обязательно внести это место в ваш список. На острове Мияджима находится самый каноничный храм в Японии, который вы 100% видели на фотографиях. Поездка на пароме стоила всего лишь 200 йен, и доплыли мы за 10 минут. Мы добрались до Имаджима, где находится Ицукусима-джинджа. И сейчас будем гулять по улицам этого прекрасного маленького острова, но для начала обед. Конечно, мы приехали сюда посмотреть на красивый храм, но также, чтобы посмотреть на оленей. О, боже мой! Каваи! Каваи! Каваи-не! Этот маленький остров словно коллаж лучших частей Японии. Живописные старинные домики, ручные олени, морские и горные пейзажи, а также храм Ицукусима с красными вратами, стоящими в воде на фоне виднеющегося вдали города Хиросима. Этот храм внесен в наследие ЮНЕСКО и давно был в моем списке посещения. Тут даже можно прокатиться на лодочке под вратами. Ну не прелесть ли? Это 全部並んでるね。厳しい。もう多分駅のあそこぐらいまで並んでる。ひゃー。とんでもねえロケーションだな。海の色めっちゃ綺麗。カクテルみたいな色してる。Мы все думали, куда люди стоят в очередь. Оказывается, они стоят не к вратам, а чтобы зайти в сам храм Ицукусима-джинджа. И он действительно очень красивый. Я думаю, стоит, чтобы постоять в очереди ради того, чтобы в него зайти внутрь. Но сегодня у нас, наверное, не то настроение, чтобы стоять часа 2 в очереди. Поэтому вот вам красивые фотографии, как он выглядит изнутри.これあそこ登ってみようぜ。めっちゃいいね。綺麗。まだ未完成だって。そうなの？うん完成もうしないんじゃない？しないんだって。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、じゃあ大人2人でお願いします。はい。ありがとうございます。ねえ。よいしょ。К сожалению, мы не попали в Ицукусима-джинджа, но в этом храме тоже очень красиво, атмосферно, поменьше людей. Хотя, конечно, все равно туристы есть. В Инстаграме
все врут, красивые фотографии. Но можно вот так вот спокойно посидеть и насладиться атмосферой. Мы настолько голодные, что Изим побежал первый занимать очередь в кафе, и я его потеряла. На удивление, этот остров намного больше, чем я ожидала. Мы думали, мы приедем, погуляем 5 минут и конец. Но по-настоящему здесь очень много разных маленьких улочек, поэтому, думаю, нам даже этого целого дня не хватит, чтобы все посмотреть с темпом, в каком я обычно хожу и снимаю все подряд. Ребята, смотрите, какая прелесть! Здесь изготавливают момиджи манджу. Это такие сладости, которым популярен этот остров и Хиросима в принципе. Самая популярная местная еда этого острова – это устрицы огромного размера, которые продают тут сырыми, вареными, жареными на гриле или в кляре, а также морской угорь анаго. Сегодня у нас будет ланч в этом месте. Оно очень популярное, поэтому у нас есть целый час, пока будем ждать очередь, пофотографировать Хиросиму. Повсюду олени, даже в таком месте. Так, ну это не дело, мне тоже нужна фотография хотя бы с одним оленем. Если вы так же, как я, хотите посмотреть на оленей, где не слишком много людей, то советую парк Омото. По-моему, люди о нем совершенно не знают, но здесь их дом. Вы только посмотрите, повсюду олени. На острове Мияджима олени считаются священными животными. В Японии олени издавна считались посланниками богов, особенно в местах, связанных с синтоизмом. И поскольку Мияджима – дом храма Ицукусима, одного из важнейших центров синтоизма, олени здесь свободно разгуливают среди людей, символизируя мир и гармонию между природой и человеком. Они привыкли к туристам и часто подходят к людям в поисках угощений, хотя официально их кормить не рекомендуется. Вы за едой идете? А нет, или как? Какаете? Извините. Какой хороший. Не боятся совершенно, я больше их боюсь, чем они меня. Не убегают, но и не выпрашивают ничего, как олени в Наре, например, там тоже очень много оленей, но их откармливают печеньками туристы, поэтому в Наре они более агрессивные, более раскормленные, толстенькие такие, и могут даже иногда так агрессивно выпрашивать вкусняшки. Здесь олени в Хиросима более спокойные, как видите. Здесь я не заметила на этом острове, что продавали что-то, чем можно их кормить. Поэтому, видимо, они выживают здесь сами по себе. Или, может быть, их подкармливают волонтеры, кто смотрит за этим местом. じゃあお疲れ広島に。こちらのご飯器がとても熱くなっております。お気をつけくださ。はいい。失礼いたします。うわあ
どんな。На обед мы решили попробовать знаменитое блюдо этого острова – анагомеши – рис с угрём анаго. В отличие от угря унаги, анаго менее жирный и больше похож на белую рыбу. Мы настолько замерзли гулять по острову в январе, что этот согревающий обед был настоящим спасением. И, конечно же, как же без десерта? Сегодня мы покажем вам кафе с самым красивым видом в Хиросиме. О,趣深い。趣しかないな。うん、オープンって書いてある。だいぶ遠目からオープンって見えてた。あんまり知られてない。入場料500円。いいじゃない。払って申請を。うん、結構な高さだな。危ない。おお、趣深っ。趣しかねえ。趣しかないね。いいじゃない。天心閣。こんにちは。秘密スポットか。こんにちは。ああ、さあ。よいしょ。はい、こんにちは。はい。レモンケーキにするけど。Это кафе было довольно трудно найти, но мы добрались. И, видимо, вход непонятен даже японцам, поэтому здесь довольно мало людей, но вид невероятный. Просто приватный вид на храм, где мы недавно были, на улице. Летом, наверное, даже еще лучше. И как раз сейчас 4 вечера, поэтому очень красивый свет. Мы здесь немножко отдохнем, выпьем кофе и поедем дальше исследовать Хиросиму. За время, что мы сидели в кафе, наступил отлив, и врата, до которых утром можно было только на лодке доплыть, оказались в пешей доступности. Представьте себе, почти 1000 лет назад этот храм спроектировали в заливе, зная, как луна влияет на циклы приливов и отливов, а мы, почти 1000 лет спустя, можем любоваться этой сменой пейзажа. О, а, 思ったよりでかいんだね。О, так близко. Мы почти у ворот. Там немножко еще вода осталась, поэтому совсем близко не подойти, но намного ближе, чем утром к нам только приехали. Сугой кире. Это примерно 5 вечера январского дня. Еще немного и наступит закат. Если вы точно хотите все спланировать и попасть на отлив, о лунных циклах можно почитать подробнее на сайте храма.
ゃあなんか身振り手振りで買えるよってして。Вернувшись в центр Хиросима, на ужин мы решили пойти в очень локальное место, популярное среди местных и приезжих японцев. На 6-м этаже этого здания находится так называемая площадь Окономияки, куда Изами очень хотел попасть. 全部お好み焼き？好き？好きならいいぜ。こことかもいいね。あ、いいね。あ、めっちゃいい。めっちゃ誘われるよ。お好み焼きすぎる。すごいな。牡蠣スペシャル。肉玉茶。じゃあ、福島の初夜。バイバイ。Окономияки – это популярное японское блюдо, которое дословно можно перевести как «жареное по вкусу». Это что-то вроде блинчиков из капусты с разными начинками, как бекон, яйцо, морепродукты и даже местные устрицы Хиросимы. ちょうどいいタイミング。めっちゃすごい。いいね。 В разных регионах приготовление отличается. Особенность окономияки Хиросимы – это использование пшеничной лапши, которая добавляет блюду сытности и хрустящей текстуры. Очень вкусные были окономияки. Я хоть и не любитель, в шоке, насколько все-таки в Хиросиме они невероятно вкусные были. И после хорошего ужина мы решили немножко погулять по вечерней Фукуоке. Не Фукуоке, Хиросиме. Идемте с нами. Наш простой отель на сегодня. Идемте внутрь. Для начала небольшой рум-тур нашего номера. Мы взяли очень небольшой дешевый отель, который стоит примерно 12 тысяч йен. Компактная маленькая комнатка. Не. Здесь даже есть место, где можно работать, если очень захочется. Кровать для 2 человек. Телевизор. Так. О, туалет и даже маленькая ванна. Это то, о чем я говорила. Японцы не могут только с душем. Им нужна ванна даже в маленьком номере, как этот. Очень даже неплохой туалет для такой цены. И даже есть здесь пижама, зубные щетки и, конечно же, онсен. Вот такой у нас был первый день в Хиросима, а теперь в горячие источники расслабляться. Идем в горячие источники. Онсен. Скорей-сама.
Доброе утро! Сегодня наш второй день в Хиросиме, и сегодня будем исследовать центр этого города. Но для начала мы идем позавтракать, чтобы немножко зарядиться энергией. Поехали! Во второй день мы будем исследовать центр города. Хиросима довольно компактна, поэтому за один день пешком можно обойти главные достопримечательности. После плотного завтрака первым делом мы решили прогуляться по японскому саду Shukeien Garden. В этот день температура воздуха была примерно плюс 7 градусов и довольно пасмурно, но по зелени и цветам в саду даже не скажешь, что на улице январь. Всего в 10 минутах пешком от сада находится еще один символ этого города – замок Хиросимы. Очень маленький, но хорошо сохраненный. Мы прошлись еще 20 минут пешком и дошли до парка, где находится купол атомной бомбы. Единственная часть здания, сохранившаяся после взрыва атомной бомбы в 1945 году. Только эта часть. Весь остальной город превратился в прах. Эта часть здания устояла только потому, что бомба взорвалась практически прямо над ним в воздухе, 600 метров над землей. Сейчас это мемориал, который стоит в центре тихого парка и громко кричит о трагическом прошлом и ценности жизни.これ橋の、点灯装置なんだけど、こっちのモニュメントはこっち側にずれてて、こっちのモニュメントはこっちにずれてるじゃん。これって爆弾がこの真ん中に落ちてきたことを表してて、だから爆弾がどこで爆発したかっていう推定の役だったらしい。で、これが実際に被爆受けたモニュメントで、柱の装飾で、これをリバイバルして今の橋が綺麗になってるっていう。Честно скажу, это очень красивое, но очень тяжелое место. Я не раз видела этот парк мира на фотографиях, но, наверное, это одно из тех мест, которые лично, пока не посетишь, не почувствуешь полностью. Мы сейчас Изами гуляем по городу, и мы просто в шоке с того, насколько Хиросима красивый город, насколько здесь продумано градоустройство, много зелени, широкие улицы. Даже больше похоже не на японский типичный город, а на где-то в Европе, словно даже Барселону напоминает отдаленно. И, конечно же, часть причины, почему Хиросима выглядит именно так, потому что строили город полностью с нуля из-за его грустной истории. Изами такой: ну что, переезжаем в Хиросиму? Но действительно, куда ни посмотри, очень красиво. Историческая часть Хиросимы оставляет настолько сильное впечатление, что часто современная жизнь города остается без внимания. Но оказывается, это очень стильный город с модными районами, как, например, в Куромачи, где можно найти много интересных магазинов, вкусные рестораны и кафе.
На обед у нас еще одно популярное блюдо этого района – тантаммен, ради которого японцы, и мы тоже, готовы постоять в очереди. Ни? А, いいね。 Изначально это лапша родом из Китая, но рестораны Хиросимы адаптировали тантаммен под японские вкусы, и сейчас это один из самых популярных выборов местных для ланча. Это что-то вроде рамена без супа, со слегка острым фаршем и кунжутным соусом. Поэтому если вы не любите жирный и соленый суп рамена, но любите кунжут, тантаммен вам точно понравится. Можно даже заказать остроту уровня 0, если вы не любите острое и не хотите рисковать. Недалеко от района в Куромачи находится Хиросима Хондори Шоппинг-стрит, огромная шоппинг-аркада, где можно еще на несколько часов зависнуть. Но мы пришли сюда не шопиться, а выпить ароматного кофе в местной кофейне. Это известная японская сеть с очень хорошим кофе. Ее создатель родом из Хиросимы, поэтому эта кофейня в Японии есть только в Токио и Хиросиме. いいじゃん。Надеюсь, что вам понравилась наша небольшая прогулка по Хиросиме, а хотели бы вы посетить этот город? Или если уже посетили, какие у вас впечатления? Жду ваших комментариев. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока!